Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале. Сегодня у нас тема по запросу «Мать мира». Когда из пространства поступила через зрителя эта тема, она не показалась мне столь серьезной, потому что по этому вопросу довольно-таки много информации. И к ней я не отнеслась должным образом. Но благодаря упоротым упырям, которые сразу после намерения записать более обширную информацию, взбодрились, взъерошились. Ну, в общем, итак, мать мира. Чтобы рассматривать эту серьезную глобальную тему, глобальный вопрос, необходимо отстраниться от всего того, что вы слышали, читали, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. В первую очередь, что такое мать мира? Засим данной информацией, данным энергосветовым потоком я закрепляю этот энергопоток световой конструкции, укрепляю женскую ипостась, раскрывающую мужскую ипостась и далее сливающуюся в единоначалие. Да будет так. Итак, что такое мать мира? Главным образом проще рассматривать это как программу первооснову, то есть часть первоосновы. Все сущее, оно создано из единоначалия. Единоначалие сотворено, содержит в себе две первоосновы, мужское и женское. Все подобное, и все построено по образу и подобию, абсолютно все. Та информация, которая стала выходить, и вы должны понять, почему она выходит. Потому что идет расчистка слоев грязи, слоев негативщины. Когда оно расчищается, слой за слоем, на поверхность выходит та информация, которую эта грязь, собственно говоря, и закрывала, и прикрывала. Я немного болею, поэтому прошу прощения. Поэтому поэтапно, вот уже последние годы, раз за разом в общем информационном поле возникают вполне конкретные темы, вопросы и информация, посылы, световые коды. И мы благополучно дошли до конца, до того, с чего началось падение человечества и вообще падение света, да? С того, что одну из первооснов единоначалия ее просто взяли и, можно сказать, выбили. На самом деле не выбили, потому что ее невозможно уничтожить, хотя они и пытались. Ее
заморали, закрыли. Опять-таки, каким образом? Опять-таки, через самого человека. Сюда были подключены большие ресурсы всевозможных упырей разного рода, разной фактуры, к перекрытию женской первоосновы имеют отношение все религии, все верования, в том числе и ведические, и прославянские, которые сейчас есть, те, которые рассказывают о домострое, как должна и кем должна быть женщина, где ее место, где место мужчины. Все это глупости, все это вранье, все это манипуляция, направляющая, управляющая и разрушающая целостность самой первоосновы и целого единоначалия. Такие инструменты, как религия, такие инструменты, как порочность, непорочность, девственность, такие рассказы, да, истории, такие инструменты, как их много, эти гаремы, в конце концов, сам брак, да, слово-то какое примерское. Обрезание. В общем, все, что вы знали о человеческих, скажем так, межполовых отношениях, все это искажения очень большие, вранье с тем, чтобы сломать саму первооснову и уничтожить единоначалие. Создать нечто другое. И эта тема ныне всплыла очень мощно и очень сильно, не просто так, а именно потому, что настал критический момент, когда, уничтожив, закрыв женское первоначало, упыри принялись разрушать и закрывать мужское первоначало. Только в таком порядке это возможно сделать. В обратном порядке невозможно. И вернуть все на место, так как оно было, да, тоже только можно сначала вернув женское, через которое будет восстановлено мужское, и два этих первоначала сольются в единоначалие, целостное. Тема эта мега серьезная в плане самого мироздания, так как на этом зиждется все сущее, все живое. Почему в таком порядке? Это главное. До этого я еще планировала рассказать, как угнеталось и ломалось женское единоначалие. Ну, я думаю, все знают про охоту на ведьм, про женщина не человек, да, мебель и все остальное. То есть вся вот эта вот блевота, да. Все это знают, повторять это не буду. Гром гремит сейчас еще, если землетрясение будет, вообще будет зашибись. Да. Хрен вам по всей роже упыри.
Моисей, угомонись. Почему это так важно? Почему именно в таком порядке? Потому что женское первоначало это основа. Основа, потому что женщина имеет только женское первоначало, имеет выход в абсолют. То есть она имеет выход к источнику. Женщина является собой источник. Именно в этом сила и ее главная задача – проводимость энергии от источника туда, где она, в общем-то, есть. Ну, если вы видите, что моргает, свет моргает. Мужчина черпает энергию от женщины, проводящей. Так как все засрано, искажено, изгажено, ныне не каждая эта женщина имеет подключение к источнику и доступ к этому источнику. Но ключи имеет каждая женщина человеческого, ну, не знаю, образца, да, то есть человек истинно в человеческом своем облике. Тело, я об этом говорила неоднократно, это ключ, ключ ко всему. Женское тело – это такой же ключ к тому самому источнику. И для того, чтобы подключаться к этому источнику, быть этим источником, ей необходимо обрести целостность внутри себя, прийти к единоначалию. Что это значит? Это значит, что ее первооснова женская и первооснова мужская, они находятся в балансе, и через какое-то время они сливаются в единоначалие. Здесь очень интересная штука, что в единоначалие, и это единоначалие как сказать, достигается, проявляется, случается. Тогда, когда она получает недостающую часть себя от родственной, звездной, близнецовой сущности. То есть от той второй части, которая где-то вот блуждает. И это мега важно. До того, как проявится в ее поле или в поле мужчины проявится та женщина, до того человек, ну, должен, не могу сказать, хочет, да, хочет. Все мы люди вольные, человеки, творцы, да, художники, вольные, свободные. Взращивает сама себя
каждый человек растет духовно. Как бы вам это нравилось, не нравилось, но это данность, это факт. Через обретение самоценности, через определение своей ценности, через раскрытие безусловной любви к себе и через себя ко всему сущему, приходу к самодостаточности. Это меняет пространство, это начинает притягивать к вам и проявлять в вашем поле. Это не только женщина, да, это вообще человека, как идет его восхождение и в целом перерождение во плоти одной человеческой жизни, да. То есть, когда вы становитесь более чистым, когда в вас меньше всего искажений, загрязнений, блоков, ваша истинная энергоструктура, она проявляется, и к этой истинной энергоструктуре по подобию притягивается подобная такая же энергоструктура. И в вашем пространстве проявляются человеки, они могут проявляться по-разному сейчас. И это нужно принимать и воспринимать правильно. Проявляются человеки, носители подобной вам энергии. И если вы правильно на это реагируете, если вы отслеживаете то, что вы получаете через чувственные аспекты вашей человеческой структуры, включая тело, в вас как бы начинается новый процесс очищения. То есть это говорит о том, что когда мы идем по ступенькам, поднимаемся в восхождение, на каждой ступеньке сначала мы очищаемся на первой ступеньке, для того, чтобы перейти на вторую ступеньку. Когда мы поднимаемся на вторую ступеньку, нас дальше не пускают, потому что в нас есть еще те программы, которые не совсем соответствуют этой первой ступеньке. Ну, считайте, что вы сначала поднимаетесь на полуторную ступеньку, да? Там вы доочищаетесь до двоечки, дальше вы поднимаетесь на двоечку. На самой двоечке у вас активируются и поднимаются те блоки, которые не соответствуют этой двоечке. И там вы опять как бы прорабатываете, доочищаетесь. Дальше вы поднимаетесь на 2,5. И так далее. И так далее. Уровней много. Говна в человеке собрано огромное количество. Человеческая структура, она настолько обширна, она настолько необъятна, она настолько широка, в ней столько закромов, карманов и всего остального. Порой сложно даже мне
это объять. Но это так. Так вот, когда вы встречаете звездную душу, а сейчас они проявлены, и то противодействие, которое идет, и та взъерошенность этих упырей недобитых, их последняя агония, она направлена на то, чтобы загасить близнецовые пламена, которые, в общем-то, они и так довольно-таки серьезно, сильно потрепали и сделали все возможное, чтобы этого не было от слова совсем. Так вот, проявляются эти звездные духи, звездные пары. Почему? Потому что только через встречу и тотальное очищение, а это тотальное очищение человеческой структуры от всей оставшейся дребедени и моментальное восхождение. То есть это некий такой даже не восхождение, это вот так поменять все, да? Это в моменте поднять уровень сознания, уровень энергии. Это как некий такой скачок. Не идет мне это слово. Ну, в общем. И когда в вашем поле, а в вашем поле у большого количества светоносных проявились странные, может быть, порой, может быть, вы в это отказываетесь принимать, верить, странные некие связи, возможно, вас кому-то тянет, возможно, вам снятся сны, и это идет через возбуждение. Опять-таки здесь могут быть варианты. Все зависит от уровня звездных пар, от уровня духа и тех задач, которые были при заходе сюда. У как бы большинства это связано, как бы тело, да, дает какой импульс. Во-первых, сексуальное возбуждение, необъяснимое притяжение через нижние чакры. Такое же, как бы такая же реакция, она есть у кармических партнеров, да. Но от кармических партнеров мы уже как бы все, это совершенно другой уровень, совершенно другой. Так вот, у большинства это через сексуальное возбуждение, то есть необъяснимое, да, вообще, ну, никаких, как бы, может быть, факторов нет. Может быть, вы человек, там, я не знаю, не в вашем вкусе совершенно, да, или хрен знает откуда, или вообще фиг знает где, или, может быть, вы его там, я не знаю, в интернете увидели, по телевизору увидели, не знаю, на фотографию посмотрели, да, и вас торкает. Это сигналы, которые подает ваша человеческая система. Здесь могут быть варианты, но к этому нужно присмотреться. Этого не нужно пугаться, этого не нужно бояться. Бояться тем более. Здесь просто нужно разобраться с теми импульсами, которые ваша система вам дает. В других случаях это уже редко, более реже бывает, когда вам
наоборот не нравится, да, какой-то человек, который появился в вашем пространстве. То есть пространство вам как бы, ну, пихает, да? А вы все, блин, да, раз глянул, два глянул, три глянул, да елки-палки, да сколько можно, еще он мне на глаза-то лезет, да, что меня, вот здесь тоже нужно присмотреться, потому что это говорит о более серьезных вещах и воздействиях. То есть в таких случаях к звездным парам были подключены мощные программы, разводящие и отталкивающие, да, то есть чтобы вот эти вот мега мощные два товарища ни в коем случае не сошлись и не бомбанули всю нашу к чертям систему, да. Вот, пускай они друг друга, ну, вообще вот просто не воспринимают, ну, никак вообще. То есть пускай их там отталкивает, воротит друг от друга. Здесь тоже нужно очень внимательно присмотреться к тому, что дает твоя система, какие подсказки она тебе дает. И делать запросы, почему, то есть пространство, почему оно тебе вот посылает то, что ты там не хочешь смотреть, или то, что тебе не нравится, или то, что, ну, просто вообще, в принципе, да, там по жизни не твое. То есть с этим тоже нужно разобраться. Это сейчас мега важно. То есть все остальные, они как бы уходят на задний план. Вещи, да, я сейчас говорю для светоносных, не для упоротых. Как понимать свою систему? Это информация для женщин, для девочек. Начните изучать свое тело. Тело и женщины, и мужчины вообще, в принципе, тело человека – это ключ ко всему, что есть в этом мире и вполне возможно в ближайшем космосе, не знаю, не знаю, но в этом мире точно. Нужно понимать свое тело. Что делали упыри, что делали с человеком, как они закрывали, почему вот такое засилие вот этих вот моралистов, да, вот этих вот товарищей, программ и всякого рода остального сброда по поводу там свободных или закрытых сексуальных отношениях. Почему? Что запреты? На самом деле Сталин, он женщину поставил в правильное место, то есть он вернул женскую ипостась первоначала на должное ей место. Это уже дальше упыри стали вносить перекосы и искажения в то, что начал Сталин восстанавливать. Как происходит подключение вообще к высшим сферам в момент полового созревания и мальчиков, и девочек? То есть, приходя в мир, ребенок идет по определенным, опять-таки, ступенькам, уровням. Это без дополнительных искажений, да, так задумано. В момент полового созревания идет мощная подключка, и, ну как, насколько я могу оценить, как бы
некое такое мощное подключение к высшим сферам. И это все идет через нижние сексуальную корневую, но главным образом через сексуальную. Вот этот импульс идет подключения мощный. И именно поэтому все вот эти вот бредни по поводу отношения полов нет нигде чистого как бы того восприятия. Чистое восприятие ты можешь найти только у себя. А все остальное загажено, извращено просто до рвоты. Именно поэтому у всех абсолютно людей, человек заблокировано нижние центры. То есть они заблокированы, перенаправлены. Я не буду сейчас объяснять систему отвода подключений. Это влияет на все, абсолютно на все, на продолжительность жизни, на качество жизни, на качество здоровья, абсолютно на все. Так вот, каждый осознающий себя, каждый работающий со своей системой, со своим телом, ведь это очень мощный инструмент. Через тело ты можешь воздействовать на энергию. И через энергию ты можешь воздействовать на тело. Но я опытным путем пришла к этому. Через много лет до меня доперло, что не все можно убрать из тела, работая с энергией. То есть есть те программы, есть те блоки, есть те заглушки, которые можно убрать только работая с телом. То есть это работа, которая ведется взаимосвязанно и энергии дух, и материя тела. Тогда наступает баланс, гармония, чистота, красота и вечность, вечная любовь. Только так. Так вот, работая с телом, вы также выправляете свою энергию, избавляясь от многих блоков, потому что это в любом взаимосвязанные процессы, это одна система. Все знают, что есть, так скажем, точка G, да, опять-таки. Это не просто точка, это ключи к подключения к источнику. То есть через получение, вообще на самом деле секс это не метод размножения, это не средство утолить там животную какую-то похоть. Нет, это божественный инструмент для подключения к высшим сферам, в том числе к источнику. Но это могут сделать только люди осознанные, чистые, понимающие, как работает их инструмент, как работают энергии, что и для чего они делают.
Все искажено. Есть в песнях очень хорошее выражение «священный пыл». И есть уже другое выражение «грешная страсть». Да? Это два абсолютно разных полюса. И пыл, он именно священный. А грешная страсть — это уже упыри навязали, когда начали создавать своих этих обезьян, да, трехчакровых, и говорить всем, что такое хорошо, что такое плохо. И кто что должен делать. Работая со своим телом, вы можете избавиться от тех блоков, даже детских, которые у вас были, от своих страхов, от неуверенности, от многого того, что вы нахватали на себя, что вот из этого внешнего пространства, чтобы потом это все в себе аккумулировать и тащить это дерьмо и раскидывать это, в общем-то, в пространстве, закрепляя. Вы можете от этого избавиться, работая через свое собственное тело. Только его нужно для начала принять, полюбить. Полюбить это тело. Это на самом деле несложно. Несложно. Есть техника. Просто вы выбираете то, что вам действительно в себе очень нравится, и вы постоянно уделяете этому внимание и время. Я не знаю, насколько это уместно в данном ролике. Главное, что я хочу сказать. Главное хочу сказать, что женщина — это ключ к источнику. Именно через женщину идет энергия источника да куда угодно, там, где женщина. Через ее наполнение, через ее радость, через ее самодостаточность. И одним из ключей, так скажем, но очень мощных, в каком бы ты состоянии ни находилась, это очень мощный рабочий ключ. Идти через тело, изучая, что тебе нравится, что тебе не нравится. И для того, чтобы получать удовольствие, как бы не нужны вторые, третьи, пятые, десятые лица. Ты сам себе и художник, и творец, и на дуде игрец, и все остальное. Так уж получилось, что сейчас как будто бы каждый сам по себе должен идти. И никто не пройдет за тебя твой путь, только ты сам. Есть такой очень чудесный медицинский груша Кегеля. Девочки, я думаю, вы знаете, это замечательная штука. Это источник радости и инструмент также для духовного роста. Как бы это сейчас не звучало. Теперь, что такое после всего
вот этого масштабного погружения. Что такое мать мира? Мать мира – это программа. Опять-таки, то, что говорят пророчества, то, как их трактуют, это просто плоское восприятие искаженной некой информации. Либо оно сразу искаженное, либо оно искажалось, переискажалось и, в общем-то, выливалось. Это плоская картина, перекладывание на какого-то определенного персонажа. Как я это вижу, как я это понимаю, это главным образом программа. Это световая конфигурация. Световая конфигурация, как и любая схема, она закреплена на неких точках. Есть основные точки, есть дополняющие, вспомогательные. Все это соединено осями, линиями. Это все вместе представляет из себя некую красивую конфигурацию, которая может выглядеть по-разному. Она может иметь кристаллическую решетку, она может иметь неописуемо красивые узоры. То есть выглядит она по-разному. Может, да? И в конкретное время каждая женщина, она по своему потенциалу являет из себя мать мира. То есть так задумано сейчас. Опять-таки не все осознались, кто-то сгинул, кто-то... Есть некая ось основная, которая закрепляющая, укореняющая. Есть дополнительные. И все это вместе являет из себя конфигурацию Матерь Мира. Когда встанет эта световая конфигурация, образуется некое световое магнитное поле с вполне конкретными колебаниями, да? И все то, что будет попадать в это поле, оно будет вынуждено выравниваться, встраиваться в это поле. Вот что такое Матерь Мира. Что-то я еще хотела сказать. Не помню. Дорогие мои звездные пары, если вы уже каким-то образом осознались в вашем пространстве, может быть, даже в вашей жизни появились люди, которые стали вдруг для вас какими-то особенными, сейчас вот это вот мощное, так скажем, ершистость вот этих вот упырей, она будет вам внушать, что это бред, что ты один, что ты никому не нужен. То есть там все зависит от того, какие у кого есть еще недоработанные страхи и какие есть мысли, да, программы негативные. У каждого этот пакет может быть, в общем-то, свой. Вы понимаете, что с вами происходит, и, в общем-то, покажите им дулю. Задолбали. Пусть они идут туда, куда. Да пусть они никуда не идут. Пусть нахер их по справедливому суду страшному фрагментируют. На что-то полезное пойдет, может быть.
Ну, в общем, дело индивидуально. То есть понимаете, какие с вами сейчас происходят процессы. Это может быть действительно некое такое апатичное, депрессивное состояние. Не поддавайтесь. Все мы друг другу светим и будем светить еще ярче. Ну, на этом я, наверное, закончу, потому что я не помню, что я еще хотела сказать. Будут у вас вопросы или какие-то информация, вам захочется. В общем, информацию я буду выдавать по запросу. У меня сейчас, благодаря действиям и упырям, раскрылась давно забытая грань. И у меня новый творческий проект. Сколько он займет время, я не знаю. Но информацию я буду давать по вашим запросам, ну, по мере времени. Пока-пока.